Шарташские каменные палатки – памятник природы регионального значения, находящийся на территории Екатеринбурга вблизи озера Шарташ. Памятник известен каменными палатками, скалами, останцами, представляющими из себя наложенные стопкой друг на друга гранитные матрацевидные элементы. Памятник природы является популярным местом отдыха жителей города. По археологическим данным, на берегах Шарташского озера располагались до 10 поселений и стоянок древнего человека, самые ранние из которых относят к 3-му тысячелетию до нашей эры и даже к более ранним периодам. Поселения эти обладали элементами древнерелигиозного культа и товарного производства. Условным центром, жертвенным местом и металлургической базой этих древних поселений служила гряда огромных гранитных валунов, которая сегодня носит название Шарташских каменных палаток. Сейчас мы находимся в одном из ключевых мест Екатеринбурга, так называемые каменные палатки. Это такая гряда из каменных валунов. Здесь их 3, то есть большой, маленький и средний. Место очень притягательное, оно по энергетике такое, оно по внешнему виду впечатляет, и отсюда открывается прекрасный вид. Само название каменной палатки, оно происходит еще из глубины веков, когда здесь только вот заселение города происходило. То есть для древних жителей они напоминали, палатками тогда назывались, конечно же, не нынешние туристические палатки, а вообще любые жилые сооружения такие временные. То есть в каком-то смысле это можно считать на языке древних какие-то сооружения жилые, то есть некие дома. А вообще здесь у нас в городе есть целый институт археологии и истории, которые много-много лет занимаются тем, что по всему Уралу, в том числе вот в Екатеринбурге, вокруг него занимаются раскопками. Мне даже повезло, я был в такой экспедиции, совсем, кстати, недалеко от этого места, тут буквально там 3-4 километра. Здесь было немало стоянок в эпохе Верхнего палеолита. То есть там, конечно же, культура была еще тогда примитивная, то есть только начало использования железа, но, тем не менее, люди в этих местах, вот можно считать, что, по крайней мере, 1020 лет уже здесь живут. Поэтому, конечно же, находок здесь немало обнаруживается. Вообще, само место, оно не только как памятник какой-то археологии, истории, но и как революционное определенное сооружение, не сооружение, а революционные воспоминания здесь заложены, потому что здесь до революции часто встречались оппозиционно настроенные рабочие, какие-то деятели движения, то есть здесь проводили маевки. Место это было тогда еще далеко от границы города, то есть это был глухой лес, поэтому они здесь могли беспрепятственно собираться, а место приметное, поэтому оно служило таким целям. Так что здесь немало революционных собраний прошло в свое время. Вообще, конечно, традиционная точка зрения – это исключительно геологическое происхождение, тем более на Урале таких сооружений можно назвать там десятки, это вот из крупных и поменьше, еще больше. То есть ветер, вода, циклы замерзания, размерзания влияли на все это, плюс какие-то процессы вулканические, которые там миллиарды еще лет назад происходили. Поэтому, строго говоря, конечно, мы можем найти массу доказательств именно того, что здесь геология повлияла. Да, вот в некоторых местах, типа чертова городища, действительно намного больше сомнений возникает в природном происхождении, потому что природа достаточно редко может идеально создать какие-то прямые грани, размер, допустим, слоев одинаковые. То есть там уже нужно более детально изучать. Вот. Ну а какие-то сооружения, они, конечно же, на первый взгляд выглядят именно как природные факторы. Вот на чертовом городище там картина намного интереснее, потому что, значит, с одной стороны мы видим там как будто бы отшлифованную вертикальную стену, которая абсолютно неприступна, а с другой это возникает как будто вот система ярусов или лесенка, по которой можно практически беспрепятственно добраться до самого верха. То есть, и эта вся стена именно вот с одной стороны такая. И это вот наводит на мысль, что, возможно, каким-то образом она использовалась либо людьми, либо, может быть, не людьми, но это как бы факторы неприродные здесь поработали. Возможно, вот чертово городище и некоторые другие сооружения, они могут иметь пещеры, какие-то внутренние помещения по одной простой причине. Насколько я знаю, никто никогда их не сканировал, не проводил каких-то внутренних исследований. То есть, видят как бы, скалы. Соответственно, принимается за аксиому, что это именно какой-то горный какой-то массив, скальный массив. Вот. Но что внутри находится, никто не знает. Просто потому, что никто не искал туда.
Вообще на Урале полным-полно древних историй, которые говорят о том, что существовали и, может быть, даже существуют какие-то еще расы, которые могут быть меньше, могут быть больше человека, то есть там подземные карлики или наоборот гиганты. И теоретически эти цивилизации действительно могли существовать. Ну, по одной простой причине, что мы на Земле не первая цивилизация. И это дело касается не только Урала. Допустим, вот в Ирландии, например, царствует тот миф, ну, как бы та история, тот миф, что было 6 захватов Ирландии разными племенами, в том числе мистическими. Соответственно, они приходили, уходили, там кто-то кого-то побеждал, выгонял. Почему на Урале не могло быть того же самого? То есть это, ну, более чем вероятно. Другой вопрос, что нужны подтверждения. Вот. Но пока официальная наука, она ведь сам даже постулат, даже как вероятность не принимает. Соответственно, не ведутся исследования. То есть нет ни предположений, ни каких-то деятельностей по подтверждению или опровержению этого. То есть просто принимается, этого никогда не было. Вот. Я считаю, что это очень ключевой момент, неправильный в том, как наука подходит. Должны проверяться любые, ну, более-менее какие-то здравые идеи, да, то есть понятно, что есть как бы бред, который нужно сразу отвергать. Вот. Но есть вещи, которые теоретически могли быть. И вот наука, она должна браться и, проведя по-настоящему серьезное исследование, сказать: нет, ребят, это действительно не было. Пока, к сожалению, мы видим, что академики, профессора во множестве своем просто проблему полностью отрицают, говоря, что этого нет, потому что этого не может быть. Вообще на Урале есть огромное количество мест, которые там называют там, то места силы, то аномальные зоны. И, конечно же, я во многих из них бывал, и причем бывал там где-то там даже десятки раз. И могу сказать, что часто в них и не просто физические какие-то ощущения человека там, или там целой группы людей, да, приборы часто показывают. То есть у нас вот наша экспедиция сейчас проходит, к счастью, с серьезной приборной основой. И показания приборов как раз говорят о том, что мы не просто там, нам показалось это действительно есть. Вот, поэтому могу, конечно, сказать, что Северный Урал — это вообще прямо одна большая аномальная зона, я бы так сказал. То есть вот перевал Дятлова, там гора Чистоп, куда мы собираемся в экспедицию в этом году, там настолько все запутано, что мы как бы, может быть, еще там тысячелетия потратим на то, чтобы с этим разобраться. Вот. Но, к счастью, уже как бы первые шаги есть, то есть исследователи аномальных явлений уже, к счастью, как среди нас в обществе существуют, то есть первые шаги уже делаются. Вот. Но когда мы докопаемся до настоящего, я пока вот не могу прогнозировать. Есть такой на Урале горный хребет Чистоп, то есть так примерно он там в длину 12 километров, то есть это вот не какая-то маленькая горка, как та, вот, где мы сейчас стоим, это достаточно большой, труднопроходимый горный массив, с отрогами тем более он еще. И про него есть огромное количество самых разнообразных сказаний, причем они как у современных, да, людей, там, туристов, охотников, так и, допустим, какие-то древние, которые, скажем, манси пересказывают, которые в этих местах испокон веков живут. То есть там и пролеты НЛО, которые действительно очень часто происходят там. Это гнездо, ну, так условно, конечно, район обитания, точнее, Кампалена, то есть мансийский леший. Значит, это различные электрические явления, которые, когда там вот РЛС работала в 70-е годы, было, ну, судя по сообщениям, было много каких-то странных феноменов, которые даже в итоге заставили свернуть работу от РЛС. И это вообще уникальный случай, потому что, ну, я вот, например, больше не слышал, чтобы действующий военный объект просто так брали, закрывали, там, демонтировали. И хотя, как бы, по всем признакам он должен был бы работать там еще там, до конца Советского Союза. Вот, поэтому феноменов очень много. Возможно, я даже допускаю, что мы еще не все про них знаем. То есть обычно же ну, не бывает так, что вот НЛО есть, а всего остального нет. Обычно начинают подвязываться, что вот как в случае с Чистопом, и Йети там, да, и какие-то еще явления. Поэтому туда вот придя, возможно, мы найдем что-то еще даже четвертое. Я как бы, ну, в качестве предположения это говорю, то есть вероятность такая есть.